Держался, держался, но не сдержался. Сейчас в СМИ пошла активная такая тема, помимо прочего, что я имею в виду. На заднем фоне играет украинский телевизор, прекрасная музыка украинских новостей, и там что я слышу? Украинский школьник в Житомире выстрелил 10 раз, попал 9 раз. Украинская школьница хотела стать там дояркой, решила стать летчиком. Украинца освободили из зала суда, потому что до этого его осудили за уклонение от воинской службы, но оказалось, что он разрабатывает беспилотники и работает с разведкой, а на фронте он будет просто копать окопы. Ну как можно было такого человека посылать? В общем, сплошная милитаризация, просто государство милитари, сплошная совакизация. Совакизация, вот так вот я могу назвать. Ну и основной темой, помимо всего этого маразма, который каждый день выливается на людей, смотрите, он выстрелил 10 раз, а попал 9 раз, бойтесь. Идет тема великих достижений Украины. Давайте ознакомимся. Вот канал 24. 24 иммигранта, которые прославили Украину на весь мир. Ну здесь Квитка Цисик, вопросов нет. Сикорский вопросы есть, потому что родился, да, он в Киеве, улетел в Штаты, и уже там стал миллионером и всемирно известным. Вот к достижениям людей, которые покинули нашу страну и уже за ее пределами стали известными, знаменитыми и счастливыми, как итог, мы еще вернемся. А пока что неожиданность. Великий украинец Энди Уорхол, родители которого родились в Словакии и были русинами. Да. Анна Ярославна очень удивилась бы, если бы узнала, что она была украинкой. Стив Возняк, великий украинец, а отец его, Джекоб Фрэнсис Возняк, имеет отношение к Польше. Польский еврей. Украинцем является австро-венгерский писатель Леопольд фон Захер-Мазах. Предками украинского писателя были испанцы и богемские немцы. Макс Левчин, создатель платежной системы PayPal, стал кем-то, когда уехал из Украины. А уехал он из-за антисемитских настроений. Колоссальное количество тех, кого записали в украинцы, являются на самом деле представителями прекрасной еврейской нации. Это люди очень умные, это люди, которые умеют добиваться своего. И добивались они своего за пределами нашей страны. Неужели никому не придет в голову, что это же странно? Люди, находящиеся в стране, покидают ее и за пределами ее становятся известными, знаменитыми. И не напрягает это составителей вот данных рейтингов. Вас это не смущает? Билли Эванс, чьими предками были русины, и предки эмигрировали из Российской империи. Вот 24 уникальные изобретения, которые помогли человечеству. Именно в Украине придумали первый вертолет, трамвай, искусственный спутник Земли, рентгеновский снимок, гипсовую повязку и много других полезных вещей. Начнем, пожалуй, с гипсовой повязки, упоминания о которой были в 9-11 веках. Продолжить можем трамваем. Первый трамвай пошел в Париже в середине 19 века. Вертолет был придуман намного ранее Сикорского, просто у Сикорского он не летал, пока тот не оказался в Штатах. Искусственный спутник Земли на самом деле разработал и запустил величайший сын нашей Земли Королев. Но сколько у Королева крови выпили, и сколько Королев отсидел, и в шаге от расстрела ходил, и умер раньше времени. Ну вот есть автомобиль, работающий на воздухе. Правда, ездит со скоростью 40 км в час и не более 10 км. А я объясню, в чем фишка. Чувак просто вставил баллоны с воздухом, и когда их открываешь, автомобиль начинает медленно ехать. Такое изобретение я изобрел в свои 5 лет, когда на машинку сверху цеплял воздушный шарик, надувал его, и машинка ехала. Изобретение, всем изобретениям изобретение. Машина на воздухе. Умная кепка на конкурсе новаторских идей от Philips. Он вот в свою кепку под козырек поместил MP3-плеер, радиостанцию и передатчик Bluetooth. Вот наподобие таких супер изобретений продаются в китайских маркетах. Знаете, из серии «Оно вам не надо, но оно дешево стоит, потому почему бы не купить». Под некоторыми козырьками еще есть такие вентиляторы. Освежает. CD-диск на 1000 лет. Ученые Национальной академии наук Украины разработали сапфировые оптические диски, информация на которых может храниться десятки тысяч лет. Диск разработали. И я жду, когда они разработают, нестираемую пластинку, к примеру, или видеокассеты, которые могут играть под водой. Аэроролики. Удивительное изобретение, которое помогло человечеству. Шоколадные конфеты для похудения мы опускаем. Съедобный полиэтилен тоже. Высокоточное оружие для наших героев. Изобретение, которое помогло человечеству. 10 таких приборов в свое время были установлены для киборгов в Донецком аэропорту.
Все помнят, как закончилось в Донецком аэропорту. Вести.ua также подхватили этот флешмоб. 24 повода гордиться Украиной. Начинаем. Лучший танк. Это старый-старый вброс, который мы уже разоблачали, когда неизвестные игроки в компьютерные игры обозначили оплот как лучший танк в международном рейтинге лучших танков мира. Этот рейтинг существует разве что в мечтах, возможно, редакции Вести.ua. Лучший гимн. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО признал гимн Украины лучшим в мире. Разоблачение по этому поводу было еще в 2013 году. Минкультуры. ЮНЕСКО не признавала гимн Украины лучшим в мире. Сообщение пресс-службы Минкультуры. Это был фейк. Самолеты-гиганты. Самолеты-гиганты разработаны при Советском Союзе. Я думаю, что надо какой-то модифицировать закон о декоммунизации и разрушить эти самолеты, как памятники проклятому советскому прошлому. И что интересно, составители этого рейтинга запихнули в раздел «Лучший изобретатель» Самуила Кругляка, умного парня, который получил бронзу на неком конкурсе, и в качестве награды ему предоставлена возможность учиться в США в одном из технических вузов с ежемесячной стипендией в $700. И это же запихнули в самые умные школьники. Еще один ученик Самуил Кругляк, 10-классник, в конкурсе участвовали, он получил возможность бесплатного обучения в США в одном из технических вузов. В принципе, его можно во все разделы запихнуть, а потом, ввиду того, что парень уже учится в Штатах, я думаю, что он начнет изобретать что-то на самом деле серьезно. И тогда, спустя много лет, в канун очередного Дня независимости можно будет составить рейтинг великих украинцев, которые прославили на весь мир себя, потому что находились вне Украины. Новое сообщение. Первая украинская конституция. Американцы не перестают гордиться своей конституцией. В Европе пальма первенства у французов и поляков. Но на самом деле гордиться надо нам, украинцам, потому что наша конституция опередила другие страны больше, чем на 80 лет. То есть конституция Пилипа Орлика, написанная в 1710 году, круче статутов Великого княжества Литовского, изданных в 1529 году. Ну и, конечно, она намного круче Биля о правах, изданного в 1689 году. Может, я что-то с цифрами не понимаю, может, у нас летоисчисление теперь какое-то другое. В общем, резюмируя, множество украинцев, которые даже не имели национальность украинец, но имели там предков из Украины, они раскрывались за пределами Украины. Они приезжали в Европу, в Америку и становились там людьми. Их изобретения на самом деле были кому-то нужны. Эти люди прославились на весь мир, но за пределами Украины. Почему так происходит? Я помню, когда-то очень давно, лет 10 назад, я смотрел передачу на одном из центральных украинских телеканалов о том, как украинский изобретатель придумал, как из, извините, дерьма делать идеальный асфальт. И он даже проложил 100 метров такого асфальта, и экспериментально по нему даже катались, идеальнейший асфальт. 10 лет прошло. Я не слышу, чтобы в Украине дерьмо перерабатывали в асфальт. Возможно, этот человек найдет себя также за пределами Украины. Извините, если я, может быть, кому-то подпортил праздник, немножко там ударил по самолюбию. Но самолюбие надо засунуть в одно место, когда понимаешь, что люди за пределами страны, в других, в развитых, в цивилизованных странах раскрываются и почему-то не возвращаются назад. Это проблема, а не гордость. Это задуматься об этом надо. Подумать, что же не так, а? Что же происходит-то? Почему такие талантища не остаются у нас и не делают нашу страну лучше, а уезжают? Почему, а? Не знаю. Толя из Амстердама.